Привет! В этом видео я покажу тебе топ-10 карт для Майнкрафта. Ну а с вами Лэй, и мы начинаем. Номер 1. Для начала я тебе покажу недавно нашумевшую карту, где ты по сюжету берешь деньги в долг, и твоя задача их вернуть, собирая различные ресурсы и продавая их. Но не спеши радоваться, ведь только наступит ночь. Появится монстр, который уже будет вести на тебя охоту. И тебе добавится еще одна задача. Не только выплатить долг, но и купить оружие и избавиться от самого монстра. Ведь иначе отсюда выбраться ты не сможешь. Номер 2. Эта игра вам уже давно известна. В этой карте решили воссоздать игру Flappy Bird. Если честно, я вам могу показать только либо то, что вы сейчас видите на экране, либо сделать вот так вот. Ну, не знаю почему, но у меня буквально сломана текстура. Но в принципе, вот так вот поиграть, я думаю, получится. Нет, не получилось. По крайней мере, по видео из интернета, игра у разработчика получилась достаточно хорошей. Жалко, что я поиграть в нее не смогу. Хотя за железный слиток тоже неплохо играть. Только непонятно, куда именно надо лететь. А, здесь надо было лететь вниз. Номер 3. Эта карта воссоздана в режиме хоррор. В самой карте есть много механик. Но ваша главная задача сбежать из дома ведьмы. Из дома есть несколько выходов. Можно сбежать через главный вход, а можно применить смекалку и сбежать через туннели на вагонетке. В доме вас ждет много страшных и удивляющих сюрпризов. На самой карте есть ведьма, а также паук. Но не стоит забывать, что у ведьмы есть две стадии. Ее стандартная и ее усовершенствованная стадия. Определить стадии ведьмы можно по ее коту на 3-м этаже. Номер 4. Это карта про обычные стрелялки, но мне она понравилась тем, что здесь можно выбирать дополнительные усиления. Сама игра от 1 до 8 игроков, и чтобы мне вам ее показать, придется здесь заспавнить еще одного игрока. Сейчас он должен появиться. Ну и где-то. А вот он и появился наш Стив. Для начала выберем цвет команды. Я буду играть за синюю, а этот Стив за красную. И остается нажать только на кнопку старт. На самой карте есть несколько локаций. Только все они почему-то желтые. В принципе, игрушка несложная, но выглядит достаточно интересно. И бум. Не понял. И бум. О, смотрите, какой ежик получился. Номер 5. Следующая игра посвящена игре Марио. И вы только посмотрите на все вот эти локации. А теперь поймите то, что здесь можно играть буквально за игрока. Вы только посмотрите, насколько все это офигенно выглядит. И да, не удивляйтесь, у меня опять что-то пошло не так, и у меня буквально сбежал персонаж. Ну, бывает. И да, не удивляйтесь, я прыгаю без персонажа, потому что у меня опять что-то пошло не так. Ну, в принципе, и так сойдет. Сама игра прикольная, но почему-то у меня она работает буквально через одно место. И чтобы перенести персонажа, мне приходится постоянно нажимать Escape. Это немножко странно. Зайдите в игру и проверьте сами, может у вас такой фигни нету. На карте, так же как и в оригинальной игре, есть разные монстры и препятствия, а также монетки. Но лично у меня, не знаю почему, но игра работает немножечко криво. В принципе, сама карта большая, прикольная, и она мне нравится. Номер 6. Карта под названием «Секретная миссия». На данной карте можно играть от 1 до 8 игроков. Также есть две команды – атака и оборона. Задача команды атаки – нужно захватить и принести себе на базу секретные документы, спрятанные в горном исследовательском комплексе. В то время как задача обороны – не упустить секретные документы, которые так хочет заполучить команда атака. Сама карта для сражений подходит просто идеально. На карте есть несколько различных комплексов, а также очень много комнат и интересных фишек.
Как по мне, самое главное здесь еще не потеряться. Ведь здесь сделать это будет очень просто. Номер 7. Эта карта чисто для летчиков. Возьмите самолет и отправляйтесь в полет в мультяшное тропическое небо. Сражайтесь за место опытного авиатора. Соревнуйтесь со своими друзьями, пытаясь собрать как можно большее количество монет, сбивая другие самолеты и разрушая здания. Эта карта вам 100% понравится, если вы любите полетать в Майнкрафте. Ведь если вы всегда летали на элитрах, пришло время полетать на самолете. Учитывая то, что здесь за это вы будете получать еще и очки. Причем на самой карте есть несколько больших, на карте есть 4 острова, а также маленьких островов. Здесь также имеются декоративные корабли и дирижабли. Также не стоит забывать, что здесь есть даже командный центр, где буквально показываются все 4 острова и куча всего остального. Номер 8. На этой карте вас ждет межгалактические приключения. Станьте космонавтом, перемещайтесь по астероидным полям, побеждайте вражеские корабли и ставьте новые рекорды. Стремитесь к максимальному результату и покорению космоса. Сама карта на английском языке и, к сожалению, создана только для одного игрока. Также на самой карте есть различные питомцы, которые вы можете собирать во время полета. Также на карте есть несколько уровней космической брони, а получить ее вы сможете, ставя новые рекорды. Также не стоит забывать, что в космосе ждет много опасностей по типу метеоритов и летающих тарелок. И также не забывай, у тебя в запасе лазерный щит и лазерная пушка. Сама карта интересная, и на ней можно играть бесконечно вечно. Номер 9. Сама карта называется «Симуляция», и уже по названию можно понять, что что-то будет не так. И это правда, ведь вы попадете буквально в другое измерение. Ваша задача будет найти из нее выход. Можете спросить у жителей или победить босса. Вы будете находиться как и в средневековье, так и в прошлом, а также не забываем про будущее. Сама карта на одного или двух игроков, но суть от этого не меняется. В ней много сюжетных поворотов и неожиданных событий. Выполняйте квесты, побеждайте босса и узнайте, как вы попали в эту симуляцию. Номер 10. Это карта про пиццерию. Станьте пицца-маэстро, творите вкуснейшие шедевры, удовлетворяйте любимые вкусы, экспериментируйте и создавайте фирменные рецепты. Развивайте свой бизнес, начните свой путь к успеху. Сама карта на английском языке, но в нее можно играть с друзьями. Сама карта выглядит нарисованной, и мне это нравится. Она расслабляет и дает почувствовать тот самый вкус пиццерии. Также на ней придется делать выбор, от которого зависит судьба пиццерии. Пиццерийный рай вас ждет. Ну, в принципе, вот такой вот получился ролик, где я вам показал топ-10 разнообразных карт в Майнкрафте. Я надеюсь, вам понравилась хоть одна из этих карт. И я прошу тебя, подпишись на мой канал, ведь это сейчас очень важно. Ну а с вами Лэй, и до новых встреч!